Всем привет! На обзоре высокоточный блок питания Rigol. От базовой версии данный блок отличается более высоким разрешением по току и напряжению. Далее в ролике будет показано, как повысить данное разрешение. Сейчас все посмотрим более подробно. Всем приятного просмотра. KKR24 Technologies. В комплекте поставки вот такой здоровый ящик. Данный блок действительно очень тяжелый, и для более надежной транспортировки производитель комплектует сразу в две упаковки. Правда, без дополнительных и промежуточных уплотнений, но сейчас проверим, как посылка, целостность и сохранность. Ну и внутри тоже, как можем убедиться, все очень надежно упаковано. Стоят вот такие две мощные уплотнительные подушки. Можем видеть похожие на бумажку сертификат соответствия. Есть еще такой разъем, для каких целей применяется, посмотрим далее в ролике. Есть и три запасные предохранители. Не знаю, можно ли увидеть маркировку. Далее идет сертификат уже о проделанной поверке, то есть это уже с отметкой времени калибровки. Ну и здесь можем видеть время очередной поверки или калибровки. В комплекте также видим сетевой провод специально под наши стандарты розеток. Специальный угловой разъем позволяет максимально снизить пространство за прибором, то есть от стены, тем самым увеличивая полезное рабочее пространство. И в комплекте также видим USB провод. Ну и с такой защитой для фильтрации и подавления паразитного шума. Во избежание попадения влаги и пыли есть такая полиэтиленовая защита. Сбор влаги поможет и вот такой огромный пакет силикагеля. Поскольку данный блок питания это программируемое устройство, этим и объясняется наличие большого количества кнопок, функционала. На краях можем видеть вот такой крепкий резиновый уголок. Это для надежной устойчивой фиксации на плоскости, ну и на всякий случай дополнительная гальваническая развязка. Из органов управления больше всего нравится данная ручка-регулятор. Несмотря на очень легкое вращение, все-таки сохраняется и ощутимый шаг переключения, перемещения. Боковые кнопки сделаны специальным образом с таким углублением вовнутрь, и это сделано для удобства во время переключения, чтобы пальцы и кнопки не касались друг друга. Если быть точнее, то при перемещении углы кнопок не могли препятствовать свободному вращению энкодера. На корпусе есть и защитные гарантийные голограммы. Кнопки резиновые и нет особого отклика нажатия кнопок, хотя по тактильным ощущениям чувствуется очень даже неплохо. Снизу под дисплеем расположены 5 пластиковых кнопок, а остальные все кнопки это приятная на ощупь резина, среди которых и прозрачные кнопки это уже с подсветкой. Кнопки хорошие, достаточно крупного размера. Дисплей здесь установлен обычного квадратного размера, то есть не широкоформатный. По различным настройкам снизу расположены гнезда для подключения тестовых зажимов. Справа гнездо может коммутировать максимальный ток до 3 ампер и выход постоянного напряжения максимум до 5 вольт, то есть, грубо говоря, может коммутировать мощность 15 ватт. Но несмотря на скромные показатели, данное гнездо может в первую очередь похвастаться очень высокой точностью, в том числе и под различной нагрузкой, как по напряжению, так и по коммутации токов. Тумблер включения. Блок питания за счет приличного веса при переключениях, как можем видеть,
стоит как влитой. Эти кнопки для удобства позиционирования. Кнопки влево-право позволяют регулировать ток, а именно перемещать курсор по индикатору тока, а кнопки вниз и вверх позволяют уже регулировать перемещением курсора уже на индикаторе напряжения, позволяют выбирать цифру для последующей регулировки. Для удобства перемещения есть специальная ручка. По бокам есть перфорация для циркуляции воздуха, охлаждения, ну и такой вид основания. На входе питания есть маркировка предупреждения о первоочередной необходимости установки в выборе правильного значения переменного напряжения в зависимости от страны применения от 100 до 230 вольт. То есть, как видим, есть три разных положения. По центру расположена принудительная система охлаждения, которая работает постоянно, а при увеличении нагрузки начинает более интенсивное вращение. Есть еще выход, гнездо для заземления прибора. Порт RS-232, он же последовательный порт, применяется для управления с помощью компьютера в удаленном режиме. Опция «Данный цифровой интерфейс», мне кажется, сделана для реализации автоматического управления входом и выходом, то есть посредством определенных датчиков создавать некий техпроцесс. Данный USB-порт позволяет производить расширение памяти, то есть устанавливать дополнительную емкость. Рядом идет снова порт USB. Это снова связь с компьютером. Данный порт, возможно, пригодится и в случае апгрейда, поскольку данная база блока питания имеет очень большие возможности. Ну и еще одна крайняя опция LXI, возможность и сетевого подключения Ethernet. Это даже не сколько опций, а в этих базовых блоках уже установлены все основные функциональные возможности, и часть из них программным путем нужно открывать. В зависимости от выбранного напряжения питания нужно подбирать соответствующий предохранитель, как указано в этой таблице, в зависимости от параметров тока. На углах также можем наблюдать опорные выступы. Это для того, чтобы случайным образом не перекрывать забор воздуха. По части культуры производства, элементарно даже крепление этих уголков, видим, насколько все сделано достойно. Теперь смотрим первое включение. Появляется такая заставка, происходит инициализация и блок питания включается. Подсветка здесь реализована не самым лучшим образом. Неизвестно, чем обусловлена технология производства, но видим, что невозможно обеспечить равномерную подсветку по всему параметру дисплея, хотя больше всех выделяется боковая засветка. Но в приборе есть много различных настроек, и, как видно, при желании можно достичь отличных результатов с нормальным глубоким черным цветом. Но при этом качество монитора, а особенно углы обзора, здесь видим, не меняет цвета и смотрится отлично, практически под любым градусом. Кнопки 1, 2, 3 отвечают за переключение вкладки, переключение канала для последующей регулировки. А с помощью кнопок сверху можно включать любой канал, либо включать сразу два канала, и даже возможность включить сразу три выхода. И как могли видеть, при нажатии на кнопку на выбранной окошке появляется индикация напряжения и тока, то есть говорит о том, что на выходе появляется заданное напряжение. Внизу дисплея отображается контекстное меню. Первое — это возможность выбрать напряжение для последующей корректировки. Далее идет ток. Далее строка функция защиты от перенапряжения или защита от повышенного напряжения, кто как называет. Далее функция защита от перегрузки по току, и крайний раздел функция трек позволяет автоматически дублировать друг друга параметры первых двух каналов, которые посмотрим далее в ролике. А с помощью этих кнопок уже можем переключаться в контекстном меню.
вернее переключаться или включать-выключать ниже перечисленные функции. На экране в базовом варианте пока что можем видеть всего две цифры после запятой, это для напряжения и тока, но помимо этих параметров на дисплее есть отличная строка и возможность контролировать мощность подключаемой нагрузки, и с таким хорошим разрешением с тремя цифрами после запятой. Задавать параметры напряжения можем как с открытым выходом, так и отключенным. Переключение напряжения происходит очень точно, без случайных скачков, и каждый шаг, как можем видеть, нормально реагирует. Также для установки параметров напряжения и тока можно использовать цифровую клавиатуру, это и значительно быстрее, а энкодер можем оставить для более точных подстроек, тем самым продлевая срок службы этой уязвимой части прибора. По части работы этих двух режимов защиты периодически можете видеть на нашем канале при тестировании различного оборудования в будущем. В данном источнике есть очень ценная функция, особенно для тех, кто собирает аудиоусилители, так сказать, усилители низкой частоты, и данный прибор на базе тороидального трансформатора, то есть, так скажем, ультра чистым питанием, может сразу на эти два канала реализовать рабочее двухполярное питание, и хорошая точность показания токов будет полезна и при установке тока покоя на каждый канал. И эти два выхода могут развивать более высокую мощность, коммутировать ток до 3 ампер, что вполне достаточно для тестирования большинства существующей аппаратуры. Кнопка Display позволяет входить в режим настроек. Первый раздел Brightness позволяет регулировать яркость дисплея, и на более высоком уровне можем наблюдать, как глубина цвета теряет качество и появляется вот такая паразитная засветка. Следующий режим контраст. Здесь можем регулировать изображение, и с помощью правильной настройки можем получить более четкую детализацию. Следующий раздел RGB Lume. Этот раздел также регулирует яркость экрана. Только мне непонятно, зачем такая функция, когда есть первая строка Brightness, хотя там, кажется, регулировка идет уже активных пикселей, тогда как этот режим позволяет регулировать общую яркость дисплея. И если установить самое минимальное значение, то на дисплее можем видеть, счетчики индикатора уже теряются из вида. В любом случае, с более точной настройкой можно добиться отличных результатов отображения информации. В строке Display Mode есть три типа предустановленных режимов отображения информации на дисплее. Для примера, в этом режиме вместо цифровой индикации здесь дополнительно можно видеть и графический анализ. Все точно так же можно регулировать напряжение, и работа с током, так сказать, создается более подробная информация о текущем состоянии канала, но при этом есть один такой недостаток, поскольку здесь отображается только информация параметров для одного выхода, хотя переключаться между каналами возможно, но плохо тем, что одновременно не получается контролировать все три канала. И третий способ отражения информации — это уже как на аналоговых приборах, но снова информация отображается только для одного выхода, который также при желании можем переключать на другой канал. В общем, как видим, этот блок питания может подстроиться под интересы большинства требовательных пользователей. Следующий шаг – это возможность выбирать тему. Из предустановленных видим 4 цветовых решения, и с помощью данной кнопки можно спокойно переключаться. И в разделе Custom пока что непонятно, как работает данная функция. Скорее всего, это возможность загрузки пользовательской настройки.
Кнопкой Store можем зайти в раздел встроенной памяти, в котором предоставляется до 10 ячеек памяти для записи, для таймера и других параметров. Если этого не хватает, то при наличии установленной дополнительной памяти, и тогда количество ячеек, которые можно сохранить, определяется количеством пространства внешней памяти. Еще можно сохранять в формате BMP, то есть создавать архив на базе растровых изображений. И еще одна функциональная кнопка, и первый раздел в контекстном меню переходит в раздел «Работа с цифровым интерфейсом», в котором можно задавать настройки для датчиков входа, выхода и управления. В строке системной информации уже отображаются непосредственно параметры конкретно этой модели. Это точное название модели, параметры версии прошивки и серийный номер товара. Раздел System начинается с параметров Power On, и данный раздел располагает всего двумя параметрами. Проверим, как это работает. Для начала установим режим Last. Эта функция позволяет сохранять параметры установки тока и напряжения при отключении устройства. Теперь все это проверяем, и как можем убедиться, все параметры на месте. А если установить на второй режим, то здесь, как видим, прибор начинает с чистого листа, то есть обнуляются результаты установки тока и напряжения. При включении этой функции будет задействована функция защиты от перегрева, то есть при достижении высоких температур прибор автоматически будет перекрывать нагрузку на выходе. Далее строка BIP – это возможность включения-выключения звукового отклика нажатия кнопок, переключения и так далее. Также при включенном данном режиме выскакивают различные предупреждающие сигналы в случае ошибочных действий. Далее идет функция Screen. Данная функция позволяет включать-выключать защиту экрана, то есть при простое бездействие прибора дисплей автоматически гаснет, то есть в случае отсутствия каких-либо действий с прибором в течение 30 минут прибор переходит в режим автоматической защиты, переходит в так называемый спящий режим экрана. А с помощью данной функции позволяет защитить устройство, и при включенной функции все кнопки на приборе перестают реагировать, то есть срабатывает функция защиты. И крайняя функция Track, которая позволяет производить синхронизацию двух каналов. Эту функцию спокойно можно установить и с панели управления из основного контекстного меню, и при включенной данной функции видим, появляется вот такой индикатор, значок соединения, то есть синхронизация. И на втором канале теперь все параметры изменения будут дублироваться с основного канала. И эта функция особенно полезная для работы тестирования аудиоаппаратуры. Далее идет раздел Language, то есть возможность выбирать язык интерфейса, в котором доступны и популярные языки мира. Радует наличие и русского языка. Есть очень ценная функция, возможность тестирования и калибровки, и при наличии высокоточного оборудования позволяет выводить прибор на эталонные значения питания и контроля. Но для ручной калибровки, как видим, стоит защита, и возможно эта функция доступна только для производителя. Функция Print позволяет делать скриншот с дисплея, и, как видим, предупреждение позволяет сохранять только при наличии внешней дополнительной памяти. В разделе Preset можно сделать восстановление заводских настроек или же создать на свое усмотрение пользовательские настройки, то есть позволяет создавать популярные пресеты, с которым чаще всего приходится работать, и с помощью данной кнопки можно быстро заходить в заданные установки, либо, как уже говорил, сделать быстрый сброс. Теперь заглянем и в основной раздел «Работа с опциями». Из 6 доступных, казалось бы, параметров 4 уже недоступные, и 2 параметра анализатор и монитор, как видим, имеют срок до 17,5 часов.
То есть по истечении этого времени эти две опции также станут недоступными. Но в приборе мне больше всего волнует первая строка, это более высокое разрешение по току и напряжению. То есть, как говорили в начале видео, на счетчике индикатора появляются дополнительные цифры после запятой. Но чтобы открыть данную функцию, надо вводить определенный набор символов. И здесь тоже не все так просто, поскольку данную опцию, лицензию нужно брать снова у производителя. Но чтобы взять такой сертификат, на сайте производителя нужно произвести генерацию и полученные готовые результаты вводим в параметры прибора. И если все сделать правильно, то на экране появляется вот такое значение о проведенной успешной обновлении официальной версии прошивки, и разрешение, как можем видеть на экране, уже имеет более высокую разрядность для более высокоточной работы. Блоков питания в нашем пользовании было очень много разных моделей. Есть, конечно, модели, которые значительно дешевле по стоимости и при этом имеют более мощные выходные каскады, но в плане ультра чистого линейного блока питания полностью линейное преобразование напряжения и с прекрасными результатами в соответствии точности, индикация, особенно при изменении различной нагрузки. И что-то лучшее, чем этот блок питания, пока не представляю. Не заходя в настройки, с помощью данной кнопки снова быстро можем менять способы режима отображения информации, хотя эта индикация мне непонятно для каких целей была разработана, хотя это в большей степени кажется некая эмуляция старых аналоговых приборов. И еще вполне возможно такой способ, особенно на расстоянии, визуально будет проще для восприятия. Анализатор, монитор и триггер, к сожалению, пока не до конца смог нормально усвоить. Пока изучал первые функции прибора, времени попросту не хватило, но в будущем, возможно, сможем сделать программный апгрейд данного прибора. Кнопка таймер также очень полезная функция, особенно для создания определенных порций различных параметров, в том числе и ступенчатой регулировки выходных каскадов. В целом таймер хороший и позволяет задавать всевозможные параметры управления. И еще одна информационно-справочная кнопка, с помощью которого, как видно, открываются вспомогательные подсказки и можем перемещаться по текущим вкладкам, и с помощью кнопки «Отразить» уже входим, собственно, под раздел, в котором можем читать все описание по работе той или иной функции. И как работает данный блок питания. На нашем канале в большинстве видеороликов есть практическое применение при различных измерениях, настройках, и из самых больших недостатков могу увидеть очень высокую стоимость данного прибора. В остальном, в моем личном опыте, это лучший из лучших блоков питания. У данного производителя есть еще похожий блок питания, более обновленная версия и с возможностью одновременного отображения трех разных цветов для трех разных каналов с выбором и более развитых графических интерфейсов, но этот прибор, мне кажется, больше легкий для восприятия и более спокойный и дружелюбный интерфейс. Одним словом, простой и понятный, а самое главное, это надежный инструмент. Всем спасибо за просмотр, не забывайте подписки и комментарии. До новых встреч!